Всем привет, я Санстловер. Сейчас я буду играть на Ксавере, показывать, как правильно прокачивать скиллы, что на него собирать и, в принципе, что на нем делать. У меня довольно лейтовый Ксавер будет. То есть это довольно лейтовый персонаж, надо фармить вначале. Команде, конечно, поможем, но чуть-чуть эгоистом я буду, да. Так, Гарда, Белерика и Ритель я спокойно буду кошмарить. Единственное, Зелонг пока что меня напрягает. И вот этот Харли, если будет, тоже будет меня напрягать. Тут 100% флик по эмблемам. Дефолт. Эмблемы. Наксавера. Скинчик Сатору Годжо. Все-таки. Сколько время? 16:20 прибыл Сатору Годжо. Это неубиваемый Ксава, пишет. Видимо, меня знают. Что там по спелам? Ни одного очищения, то есть контроля все моему простоят. Неплохо, хорошо, я бы сказал. Начало я довольно слабый, надо пофармить. И надеяться, что моя команда не будет руинить. У Ангела на самом деле связка. С кем будет? С Орлотом только если. С Пополем вообще никакой связки. С Клинтом тоже никакой, и со мной никакой. То есть только с Орлотом. Ладно, тяжело будет, тяжело. Я пока в мид выходить не буду, потому что если буду выходить, то я буду один. А если Атлас на меня прыгнет, застанет меня, я много хп потеряю. Не умру, конечно же, но потеряю много хп, а этого не хотелось. Потому что Ангела набивала баф. Пока на Ксавере до 4 фармим мид. Как пачка закончится, можно выйти куда-то помочь. Вот так вот. Он сейчас встанет, его можно догнать, он без шляпы. Может, догоню? Скорее всего, нет. Тогда переключимся на другую цель. Все. Горд тоже отдал флик, можно за ним там до конца не бежать. Мана тоже заканчивается. Сейчас пачку зачистить и на базу. И потом можно пойти двумя путями. Первый путь остаться на миду после базы, а можно пойти на эксплайн, поделить 4 с эксповиком и мид для Ангелы. И я, скорее всего, сделаю вариант к эксповику, потому что, это понятно, вы просто забираете мид, и у вас 4, а на топе вы можете с эксповиком вдвоем 4 получить с последней пачки, вот это, когда у вас почти 4 левел. А на миду заберет 4 роумер из-за этого. И из-за этого на черепахе будет у вас 4 4 левела. Вот, я почти получил 4, потому что он первого крипа запушил, я не успел. Также там черепаху забрали. Мой лесник решил заигнорить этот момент. Можно помочь пока Орлоту по первой цели. Вот бежит Зелонг, и я в такой момент не могу драться. Но Ангела она вселилась и отменила. Ладно. Если бы не отменила Ангела ульту, я бы мог спокойно драться дальше. Я не знаю, зачем он ультанул и отменил. Вот я вижу, Пополь идет, и он идет на синий. Я не буду нападать на Горда. Если бы он пошел на Горда, я бы пошел нападать на Горда. Но пусть заберет синий. И в этот момент главное не умирать, не продамаживаться. Может чуть поближе стоять к Пополю. Вот только что Горд стоял вот здесь, и я больше никого не вижу в кустах, поэтому я чуть дальше стою от пачки, чтобы на всякий случай из куста не вышел, никто не застанил. Вот. Вот я посмотрел на карту и умер. Я люблю часто перемещать карту. Да, это стоит делать, но не всегда, потому что вот такие герои, как Харли, ты отвлекся на секунду, посмотрел на себя, а ты уже мертвый. Также вот никак... У меня ульта, конечно, на всю карту, но когда у вас нету стаков, особо ультой не попадешь, поэтому не стоит ультовать попросту. Желательно делать 2 стака, 3. 2-3 без разницы. Вот опять же этот Харли на меня вот так нападает. Приходится отдавать флик, потому что куст мне Ангела не показывает. Что мне с этим Харли делать, я не знаю. То есть очень тяжело в соло-рейтинге. Мне Ангелочка должна показывать куст. Или хоть как-то помочь. Также первым-вторым можно проверять кусты. Но это очень опасно. Также и ульта вот так светит кусты. Вот. Команда просто нереально фидит, что делать. Просто оформить, выходить в плей. Очень плачевная ситуация нынче. Перефарм 2500 у них. Когда у противников становится больше перефарм, просто не выходите. Потихонечку фармите. Стоите аккуратно. Все-таки Ксавер это лейт-герой. В лейте я очень сильный. Да, я могу вот так вот продамажить, но не больше.
Большего мы не можем с ним делать. Поэтому не стоит оставаться, умирать. Можно чуть-чуть дамажить, но на Ксавере шотнуть никого не получится. И вот Харли только что был в миду, я поэтому не выхожу в мид, потому что страшно. Он может также выпрыгнуть из куста на меня. Вот он на синем только что был, только что я видел анимацию того, как он на синем забирал баф. Вот на таком герое, как Ксавер, очень тяжело стоять в миду одному. Приходят гангать со всех сторон. Вот что в такой момент делать? На миду 3 типа, ничего с этим ты не поделаешь. Просто с гордостью умираешь. И бегаешь 0-2-0. Но на Ксавере точно отчаиваться не стоит. Почему? Потому что, когда они будут заходить к нам в Т3, я просто буду отстреливаться бесконечно. Ксавер один из лучших дев-потенциалов вообще в игре. Я не знаю, кто лучше. Там бесконечные файты какие-то просто происходят, но тут никакой макро не поможет. Просто работяги фидят, и все. И, это надо принять. Все, я тут точно уверен, что я просто всю игру буду дефать. Тут немного страшно подходить. Ну все, вот так вот можно потихонечку дефать. Отходите, подходите, вот так вот потихоньку, сдалека настреливаете. На Ксавере вплотную подходить ни к чему. Вот 3 килла себе забрал. Очень хорошо, очень хорошо. Но мне желательно еще один предмет, и тогда я буду очень сильным. То есть 3 предмета, это, можно сказать, начало силы Ксавьера. До 3 предметов надо спокойно пофармить. Не фидить, не умирать, просто фармить. При любой возможности, когда можно отдать флик и выжить, отдавайте, не жалейте. Жалеть флик нет смысла. Просто так же вот так. Не подходите, сдалека настреливайте. Пусть дерутся, у меня тут еще пачку можно толкнуть, пофармить. Если у меня будет очень много слотов, я эту игру сам выиграю. Ну, ТП на базу, они сейчас пойдут на лорда. Идти туда нельзя, я один живой. Что я там сделаю? Приду да умру просто. Нет. На Ксавере можно ультом на лакичах каких-нибудь застилить, да? Или вот, например, помочь. Но они там сами справляются, ульту просто впустую тратить не буду. Мне этот килл ни к чему. Лорда тоже не бьют, оказывается. Вот это проблема новичков. Да, даже не только новичков, просто люди почему-то не бьют лорда. Вот сейчас им стоило. Они дали -3, идите забирайте лорда. Кто им помешает? Ксавьер, что ли? Нет, точно нет. Они просто зачем-то топ пушат. Зачем? Так можно продамажить. Все, пол хп ему сняли, и дальше не надо. Он пол хпшный на вас не пойдет, а если пойдет, то он умрет. Угу. Ну, Ангела пороплила. Зачем-то в меня вселяется. Людям надо отойти, они этого не понимают. Вот бесконечно дерутся, просто дерутся и дерутся. Вот это вот мне не нравится. С гордом поосторожнее надо. Стрейфик назад, трейфик вперед. Все-таки это горд. Лорда бьет или нет? Нет. Если бы лорда били, я бы вот так вот, повернув карту, увидел бы анимацию там того, как лорд делает прокрут. Харли был. Вот он бежит за мной, я могу бежать вправо. У меня откдшатся скиллы и все. И он должен будет умереть. Все, шатдаун сняли. Они лорда бить не могут. Ну, они могут бить лорда, но не забирать. У меня есть смайтер, мы должны идти на лорда. Все, лорда забрали. Чуть отбегаем, потому что все-таки опасность имеется. Все, даблкил. Так можно хоть... О, ладно, ускорить тиммейтов. Со фликом обосрался. Так, вот в такие моменты, когда забрали лорда, надо все 3 лайна пропушить. Хорошо, хоть я на Ксавере могу другой лайн просто кинуть ульт, чтобы пропушить. Но вот тут в трон не надо будет идти сейчас. Большинство игроков бы пошло в трон. И это ошибка. У нас идет лорд, нам достаточно просто драться с типами. И все, убивать их. И если они умрут, лорд просто сам спушит трон. Вот Горд довольно хороший имеет деф-потенциал, но он не сможет задефать один лорда. Все, лорд зашел, можно просто зайти под травы и сломать трон.
Легко? Легко. Казалось бы, очень тяжелое начало. Я на Ксавере пофармил, стрик выбил, равный фарм стал, по чуть-чуть поук, 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 поук. Все. Типы не могут драться, если хотят драться, ошибаются, проигрывают игру. Ну, на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Надеюсь, вы поняли, в каких моментах надо отойти, как камбэкнуть игру, что для этого нужно сделать, особенно на Ксавере, на котором это можно делать довольно просто. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на Team Spirit, на меня. Всем пока.